Многие люди обычно ловят звездочку, когда чувствуют, что достигли вершины. В моменты, когда вы думаете: «Ах, мне больше не нужно так стараться», это смерть мечты. Так многие группы просто начинают в основном переупаковывать то дерьмо, которое они делали раньше, понимаете? Ты можешь видеть это в их глазах, ты можешь слышать это в их голосах и музыке. Словно что-то неуловимое, неосязаемое пропало, как будто дух покинул тело. Так что мы преданы своему делу, и пока мы чувствуем связь с музыкой и мотивированы, мы будем идти выше и дальше. В мире существует два типа людей. Есть люди, которые любят Slipknot, и те, которые просто чертовски ненавидят нас. И это нормально, по-другому и не может быть. Это шедевр от начала и до конца. Еще никогда я не принимала участие в чем-то столь артистичном. Не могу дождаться момента, когда буду читать все дерьмо, что люди будут писать в самом начале, а потом, спустя месяцев 6, до них все-таки дойдет, о чем это все. Всем привет! Вот наконец мы и дождались того дня, когда вышел новый альбом Slipknot, который называется We're Not Your Kind. Мы год и не только по всему миру ждали в течение 5 лет выход нового альбома, и вот наконец мы с вами можем по достоинству его оценить. We're Not Your Kind состоит из 14 треков общей продолжительностью 1 час и 3 минуты. Японское издание включает в себя также трек All Out Life, который не вошел в основное издание. Ну и давайте начнем по порядку с первого трека. Первым треком является интро. Если вы смотрели мои предыдущие обзоры, то вы знаете, что я очень сильно люблю интро, потому что оно задает определенное настроение. Это интро очень сильно меня впечатлило, потому что с первых секунд вы слышите какой-то непонятный гул в ушах, который погружает вас в атмосферу безумия. И также в конце данного интро поется строчка из последней песни этого альбома, и это образует какой-то замкнутый круг. Я думаю, что это не просто так. Далее идет второй трек Unsainted. Он являлся первым синглом с альбома We Are Not Your Kind. Трек рассказывает нам о депрессии, от которой очень сильно страдал Кори, но в итоге он нашел силы побороть в себе это все. Мне кажется, этот трек совмещает в себе немного Айовы и All Hope Is Gone. Unsainted — один из моих любимых треков в альбоме, и я просто заслушивала его до дыр, как только он вышел. Данный трек начинается со зловещей барабанной партии, также он является третьим синглом, который на самом деле лично для меня немножко потерялся среди первых двух. Этот альбом, как я поняла, это погружение во внутренний мир Кори, либо во внутренний мир человека, который испытывает мощную депрессию. Далее идет четвертый трек Death Because of Death, и это как бы бридж, то есть небольшое интро, переход. Многим не понравилось огромное количество переходов, но лично я без ума от них. Они соединяют весь альбом воедино, дают ему какую-то жизнь, свое собственное сердцебиение, если можно так выразиться, и просто не дают тебе уйти от определенной атмосферы, которую хотят передать музыканты. Блин, новый барабанщик хорош, охеренные партии, честно. Это безумно круто. Лично для меня в слипах барабаны — это просто основа, на которой строится все остальное, потому что они безумные. Другого слова я не подберу. Кстати, в этой песне было немного необычно слышать достаточно высокие партии вокала. Далее идет шестой трек, который также является моим любимчиком, Critical Darling. Инструментал просто с первых секунд меня нахрен убил, вынес, сшиб. Это офигенно. Очень крутой риф в этой песне меня прям безумно зацепил. Ребят, я хочу петь дифирамбы барабанным партиям здесь, потому что они безумно крутые. Так как я начала заниматься барабанами, я очень сейчас во всех треках больше всего обращаю внимание даже уже не на вокал, а именно на барабаны. И у слипов просто мое сердечко
оно не выдерживает, потому что это очень хорошо. Трек идет больше 6 минут из-за перехода в конце. Не знаю, хорошее ли это было решение, потому что многим не нравится слушать долгие треки. Лично я люблю такие ambient-моменты в песнях, но не знаю, хорошим ли было решением завершать и без того крутой трек именно таким моментом. Хотя это вполне обосновано следующим треком. Начинается как акустическая баллада, которая переходит в настоящий дрейв психоделических злых рифов. В начале трек мне сразу напомнил что-то по типу Vermilion 2 или же Snuff, но потом началось что-то удивительное. Пронзительный крик на 53-й секунды — это просто что-то невероятное. У меня просто волосы дыбом встали, потому что это великолепно. Кстати, Кори здесь использует достаточно низкий экстрим-вокал, но и в целом могу отметить, что мне кажется, его экстрим-вокал стал звучать намного лучше. Прикольный трек, он очень выделяется, прям, знаете, такой крик души. И не знаю почему, но у меня сразу возникла параллель с треком Rammstein Puppy, надеюсь, я правильно сказала. Когда вначале идет такая колыбельная, достаточно спокойная песня, но потом начинается просто резко обрубление, просто пронзительный крик, эмоции, и это безумно задевает за душу. Вот это разрыв. Очень, кстати, напоминает ранних слипов. Мне кажется, ребята просто смешали все альбомы, если можно так выразиться, и выдали, в принципе, очень хороший продукт. Типичные отработанные для слипов рифы, прекрасный, крутой, просто узнаваемый везде речитатив Кори, безумные барабанные партии. В общем, все то, что мы так любим в слипах. Далее идет 9-й трек What's Next. Это также является переходом, бриджем, не знаю, как хотите, так и называйте. Вот для меня именно 9-й переход был просто лишним. Это лично мое мнение, вот он вообще не вписывается, как по мне. Далее идет 10-й трек Spiders. И вот после его прослушивания я поняла, что, возможно, 9-й переход, 9-й трек, нет, это просто переход, это не трек. Возможно, 9-й этот переход, он был как раз-таки не лишним, потому что образуется большой контраст между 8-м и 10-м треком. Лично меня этот трек особо не впечатлил, от слова совсем. Это какой-то просто немного сумасшедший сумбур. Не знаю, я как-то не оценила его. Для меня он является, наверное, самым слабым в альбоме. Вот именно он возвращает слушателю ярость альбома Айова и компенсирует недостаток в альбоме All Out Life. Хотя для меня All Out Life просто любимый трек, и вообще я очень расстроена, что его нет в основном альбоме, но ничего, это как бы решение ребят, я все понимаю. Черт, вы знаете, у меня двоякое мнение от этих вот переходов в огромном количестве. С одной стороны, да, они задают тон, они плавно ведут вас за ручку от одного трека к другому, и да, они придают альбому жизнь, но не перебор ли, потому что иногда кажется, что, ну, ребят, остановитесь. Трек этот хорош, трясти башкой под него отпадно. Я просто истекаю слюной по барабанам, честное слово. Любимый смех Кори в конце, прерывистое дыхание. Прекрасное завершение трека, в общем, кайф. Далее идет чуть ли не любимый мой трек, который называется The Pain, 12-й трек. Вы, наверное, удивитесь, типа, что, серьезно? Это один из твоих любимых треков, но он же... Это же что? А я скажу так, видимо, я его послушала под определенным настроением, в определенное время, и он просто запал мне в сердечко. Это просто невероятная сумасшедшая поездка из ада в стиле Pink Floyd. Начало меня просто поглотило. Это похоже на колыбельную, в которой постоянно нагнетается атмосфера и кажется, что вот-вот сейчас произойдет взрыв, но этого взрыва так и не происходит. Мне кажется, это был бы прекрасный саунд для хоррора, честное слово. Я считаю, что это прекрасное разнообразие для альбома, потому что именно слушая этот трек, ты погружаешься в какой-то другой мир, как будто бы ты погружаешься в голову человека,
чувствующего депрессию, невероятную какую-то боль и вот это вот отчаяние. Ты как будто не становишься частью этого, да, настроения, а ты как будто сторонний наблюдатель, и, не знаю, это все до мурашек меня просто пронзило, я прям прониклась этим треком, поэтому он, наверное, у меня там на 2-м или на 3-м месте будет, потому что это просто топчик. И этот скрежет как будто когтей в конце, это просто... Лично мне показался этот трек затянутым, но, блин, он хорошо так щекочет вам струнки вашей душонки. Я за этот трек сменила 3 состояния: спокойствие, грусть и крик души. А еще этот трек безумно мне что-то напоминает, но, к сожалению, я так и не смогла вспомнить. Ну, наверное, для меня этот трек является проходным, поэтому давайте пойдем дальше. Переходим к последнему треку. Он один из любимых в альбоме, мне кажется, это прекрасное, бодрое завершение. Возможно, название трека является отсылкой к изображению фотографа, где он там изобразил девочку, сзади которой космонавт, и, как говорит фотограф, этого космонавта на фотографии никогда не было. Ну вот, я вам вставлю картинку, в общем. Кстати, в музыкальном видео представлены кадры из сериала The Boys, который вышел в 2019 году, поэтому, если вы не смотрели, то я вам рекомендую, потому что я его оценила, и это... Черт возьми, прикольный сериал, он крутой, да. Так что оцените. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть свой любимый трек, который, к сожалению, не вошел в основной альбом. Трек All Out Life. All Out Life — это песня, которая пытается сделать 2 вещи: собрать всех вместе, но также напомнить всем, что прошлое не следует отбрасывать с пренебрежением. Люди так стремятся иногда найти next big thing, что срывают повсюду группы и артистов, которые делали это раньше, тем самым заставляя прошлое чувствовать себя одноразовым, как грязная вещь. Черт возьми, почему мы должны обращать внимание на ваше посредственное будущее, когда вы не можете потрудиться отпраздновать удивительное прошлое? Я предпочел бы послушать гарантированный удар, чем вынужденный промах. All Out Life — это гимн, который напоминает людям, что это не дата в музыке, а сила пребывания. Ну а теперь давайте перейдем к выводам. Я не скажу, что это лучший альбом Слипов, ну лично для меня. Для меня все-таки лучшим остается The Great Chapter, и да, это даже не Айова, представляете, есть такие люди. Лично я не понимаю тех людей, которые не вниклись в альбом и сразу начали обсирать его и говорить, что ребята вообще ничего не сделали, они постарались, выложили опять какое-то коммерческое говно, лишь бы только бабла срубить. Я с этим не согласна, потому что даже после первого прослушивания ты чувствуешь, насколько ребята постарались сделать все очень атмосферно, и насколько они постарались придать этому альбому жизнь. Да, возможно, иногда тебе кажется, что черт, ну тут слишком затянуто, вот здесь, возможно, этот переход можно было бы убрать, но в целом все звучит очень однородно и круто. И лично я не заметила, чтобы треки были так сильно схожи между собой. Да, конечно, в них есть какие-то типичные для слипов моменты по типу там рифов, речитативов, барабанов, но это слипы, они прославились и стали известными благодаря, собственно, этим составляющим. Очень глупо думать, что этих составляющих больше, в принципе, не будет, или они сделают какой-то совершенно другой продукт. Мне кажется, ребята очень сильно постарались и сделали продукт не только для каких-то там новых фанатов, да, но и постарались угодить старым, вот эти вот, которые... Айова лучший альбом, и все, больше ничего хорошего слипы не сделали, и вообще все остальное говно верните Айову. Мне кажется, для таких фанатов тоже найдется там парочка треков. Но лично я считаю, что ребята уже также выросли, и ждать от них второй Айовы — это бесполезно и бессмысленно. We Are Not Your Kind — крутой альбом, он будет у меня на репите еще долгое время, и если ставить баллы, то из 10 я поставлю ему, наверное, 6-7, потому что он классный. Не могу поставить 9 или 8, потому что он не зацепил меня прям так сильно, но это хорошая работа. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете, какие ваши любимые треки. Я уже безумно жду, когда слипы приедут в Россию, потому что Кори Тейлор там в своих соцсетях что-то отвечал про российский тур, так что ждем. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и также подписывайтесь на мой инстаграм. Спасибо за просмотр. Пока. You should not be mine.